Всем доброй ночи, друзья мои. А если уж честно, доброго раннего утра. У нас уже 4 часа почти, без 2. Эту работу я давно хотела снять, никак не получалось. Потом переписала, отложила, чтобы обязательно снять. Целый месяц не получалось снимать. Обязательно что-нибудь случается, или я устану, или меня отвлекут в сторону, или еще чего-нибудь. Но ни в какую не удается мне просто снять эту работу, хотя я очень хочу эту работу снять. Я всегда говорю, если мне всеми силами мешают снять эту работу, значит, она очень сильно и очень многим поможет. Это проверено. Злая сила, она не дремлет. Она постоянно воюет с ведьмами. Воюет с ведьмами через власть имущих, через СМИ. Воюет именно с ведьмами, не со всяким отребием, которые от имени магии творят всякую ерунду, а потом из-за них начинается преследование ведьм. Но злая сила, она нуждается в гавахе. И ей не нужны счастливые люди, ей не нужны люди, которые самодостаточны, хорошо живут, зарабатывают, поднимаются. Ей нужно это все очернить, уничтожить, запретить. Одним словом, препятствовать всеми силами, чтобы у людей не было нормальной, хорошей жизни. Почему? Потому что чем больше несчастных людей вокруг, тем сильнее злые силы, потому что они подпитываются этой энергией. Я говорила вам, что лучший способ победить зло – это быть счастливыми. Это реально так. Когда человек не поддается, все равно борется и стремится к хорошему, то не очень долго проходит времени, и он побеждает. Перестает подпитывать своей болью, своими страданиями эту силу, и она уже не имеет над ней власти. Или над ним, неважно, над человеком, да. Эту работу я давала несколько раз людям. Наверное, раз 5 точно. Это очень сильный труд и очень быстро открывает дороги. Более того, призывает возможности в жизни. Что нужно делать? Давайте вкратце сначала объясню, как что надо делать, а потом, естественно, дам вам заговор. А для тех хамов, которые все время пишут внизу, напишите слова. Я хочу вам сказать вот прямым текстом. У вас руки не отсохнут, если вы возьмете ручку и напишите сами. Тем более, что это на русском языке. Вы знаете, вы не заслуживаете никаких перемен в жизни с таким отношением хамским. 100 раз было сказано, что сейчас, пока идет война, у нас просто нет времени. Мы не можем уделить время внизу закреплять тексты. Но придет время, все это будет закреплено. Можно с пониманием относиться. Вы ничего не делаете, но требуете взамен. И люди, которые пишут, с какого времени начинается заговор, тоже будут выкинуты из моего форума. Потому что это неуважение ко мне. Что вы хотите сказать? Не слушайте, о чем там сказано. Вот заговор с этой минуты. А вы настолько, просто уже мне слов нет. У вас нет понятия, что человек, прежде чем что-либо делать, он должен понять, для чего ему это надо. Что это такое, откуда пришло, как это поможет. Или просто вы когда лекарство покупаете, вы просто берете любую таблетку и пьете, или вы читаете инструкцию, или вы к врачу идете, который вам говорит, что для чего пьют. Или вы просто хватаете любую таблетку и глотаете. Я не могу понять. Это что за отношение безалаберное, хамское, глупое отношение к жизни, к своей судьбе, в конце концов? Человек должен понимать, ради чего он делает какую работу. Почему ему именно это надо? Или не надо ничего узнавать? Просто берем, записываем и проводим. И без разницы, для чего это и зачем это надо. Вы понимаете или нет?
Мне люди иногда пишут, я смотрю, насколько люди просто относятся безразлично, относятся, не знаю, безалаберно, глупо к своей жизни. Насколько они трусливые. Напишут что-нибудь, а потом сразу убирают, сразу удаляют все, что написали. Вы не лидеры, вы хотите хорошо жить, дорого да богато жить, но при этом вы не понимаете, что вы не выработали в себе силу воли. Вы не умеете открыто говорить о своих желаниях. Вы трусливый, вы сразу удаляете и убегаете. Вы и в жизни так делаете. Если у вас что-то не получается, вы сразу закрываетесь, убегаете. Вы не боретесь, вы не стремитесь это исправить. Вы не хотите эту стену как бы разрушить и пройти дальше. Вы не делаете ничего, не прилагаете усилий по жизни, но хотите жить хорошо. Вы хотите сразу зайти, сразу же заговор, чтобы был готовый, чтобы вы просто прочитали и что-нибудь сделали. Мне сидят и пишут, а достаточно вот просто сидеть и послушать ролик или надо делать? Я говорю, для того, чтобы родить ребенка, достаточно просто на мужика посмотреть или надо с ним спать? Извините за сравнение, но реально. Но это вот, и это пишут женщины за 50 лет, больше. Где ваш мозг? Без усилий в этой жизни ничего не бывает. Вы работаете, вы стремитесь, вы развиваете в себе силу воли, вы отдаете время работе и призываете удачу, чтобы все ваши усилия повенчались успехом. Вот что надо делать. Нет, зачем? Я просто послушаю, и вот у меня уже должно быть все получиться. Или приходит человек, вот у меня проблемы, там еще что-нибудь. Я говорю, вы сначала изучите канал, вы попробуйте сделать вот эти работы. Хорошо. Проходит полгода, приходит, помогите, помогите. Я говорю, вы были у меня давно. Я же вам сказал, вы провели хоть какую-то работу? Ну, я просто, у меня не было времени. Я вот один шепоток читала там, вот один раз. Я говорю, все, идите отсюда. И я плохая, понимаете? Идите отсюда. Если у тебя серьезная болезнь, ты идешь, пьешь аспирин раз в году и ждешь, что эта болезнь отступит, или проходишь курс лечения, идешь на прием, узнаешь, как и что надо делать, следишь за этим, лечишься, рекомендации выполняешь, чтобы болезнь отступила. Или один раз выпил анальгин, или там аспирин, или не знаю, или чай выпил там с малиной, все. Ну, я один раз в году там аспирин выпила, что-то у меня вот гангрена не проходит. Вы понимаете, о чем вообще мы говорим? Мы говорим о людях, которые не хотят ничего делать, не прилагать никакие усилия, чтобы поменять свою жизнь. Им нужно быстро и легко. Вы становитесь жертвами всяких магуев, которые вам предлагают талисманы, амулеты. И именно вот такие, как вы, из-за вас потом начинают преследовать людей силы. Потому что такие, как вы, бегут, покупают, потом начинают выть. Потом начинают везде говорить, вот нас обманули, вот я отдала там 40 тысяч, 50 тысяч, 20 тысяч. Купила там какой-то амулет, а он мне не помог, они все обманывают. От вашей лени, чтобы самому ничего не делать, вы готовы верить всякому шарлатаню, бежать покупать всякую хрень, всякую дребедень, надеясь на то, что вы просто купите, и за вас, не знаю, этот амулет все сделает. Понимаете, о чем я говорю? Значит, мои работы очень действенные, они помогают всем, и они испробованы сначала на мне в этой жизни, а потом я начала дарить людям. Я вам говорю без малейшего сомнения, что они действительно помогают. Они вытаскивают человека из нищеты. Они помогают выйти из трудной ситуации. Но нужно правильно делать. Сначала надо делать чистку, потом изгнать бедность несколько дней подряд. Это надо делать. Потом уже только после того, каждый раз, когда у вас начинаются какие-то проблемы, вы должны знать, мы живем в социуме, есть зависть постоянно, есть ненависть. Это все, это идет отрицательные посылы. И наверняка люди, которые мои работы проводят, не раз замечали, вот как останавливаются финансы, все, сразу надо себя чистить, делать что-нибудь от сглаза, от самосглаза, потому что мы сами тоже можем очень сильно порадоваться, остановить поток, вынести из дома бедность, все, вот 3-4 дня это сделали, потом начинают призывать деньги, все, опять этот поток открывается.
и вы ни раз, ни два и ни три это делали, вы знаете, что это рабочая схема, она помогает, она меняет жизнь, но надо действовать. Но люди, которые не хотят ничего в своей жизни менять, люди, которым говоришь бесплатно, абсолютно даром, бери, делай. Или вот, знаете, как начинают, ну, бесплатно, нам говорят, что бесплатно нельзя, вот это нехорошо, если это бесплатно. Хорошо, делайте не бесплатно. Вы боитесь делать бесплатно, замечательно. Что-то отдайте взамен. Откупитесь, и будет не бесплатно. Тоже, да, мысль интересная. Не угодишь. Даром отдаешь, ой, бесплатно это нехорошо. Очень хорошо. Делай ее не бесплатной. Вот оплати за это, отправь что-нибудь, отдай что-нибудь. Это будет уже не бесплатно. Логично, справедливо. Боишься бесплатно брать? Бери не бесплатно, отдай что-нибудь взамен. Оплати за это, откупись за это. Скажи, все, я отдала. Это не бесплатно. Ну, раз вы боитесь бесплатно брать, я вообще не понимаю людей, знаете, вот честно, не понимаю. Им продают за огромные суммы воздух, вообще ничего. Это плохо. Им отдают даром. Это плохо. Что вам надо делать? Я не могу понять. За вас все делать. И, конечно же, желательно даром. Вот. Я вот боюсь читать. А что ты боишься? Ты боишься менять свою жизнь? Жить в нищете, в трудности, в безденежье ты не боишься. А взять, поменять свою жизнь тебе страшно. Ну, живи тогда дальше. Как говорил Генри Форд, не мешайте людям жить в бедности. Может, это их то есть мечта этой всей их жизни. Не надо мешать им в этом. Я не мешаю. Было время, когда пыталась объяснить, уговорить человека, что надо жить хорошо, постарайся. Потом думаю, а на кой черт? Не каждый достоин хорошо жить, во-первых. И не каждый это ценит. Понимаете? Так вот, друзья мои, сначала проведите чистки от безденежья, от всего, все, что я перечислила. Потом только, когда вы очистили свой вот это вот, скинули себя вот человеческую и эти все посылы, зависть, ненависть и так далее, оно будет всегда. Чем больше вы добьетесь, тем больше вас будут не любить. Это было, есть и будет. Вы напоминаете людям то, что они не смогли в своей жизни или не захотели этого сделать. Есть такая история из Древней Греции, насколько я помню. Может, Рима, нет, Греции. Значит, в Древней Греции была такая традиция. Все, значит, сенаторы или богатые люди, ну, такие уважаемые граждане городов, они очень много делали для людей, для города, помогали, меценатством занимались. И, были и те, которые, например, ничего не делал для города, только обогащался, а может быть, неправильно там себя вел. И каждый год, значит, возили по городу такую большую бочку, в общем, емкость. И люди писали имя того, кого надо изгнать из города, и этими дощечками кидали туда. Но если, например, несколько человек всего лишь там за кого-то проголосовали, то есть если не хватало голосов, определенный процент не переходил, то никого не изгоняли. Если переходил процент, то есть, слишком человек не нужен городу, то его изгоняли. Изгоняли с позором, это было очень такое, знаете, проклятие, страшное дело. И был такой человек, даже не знаю, как его назвать каким-то именем. Пускай там, представляете, уже забыла все греческие имена. Пусть будет Александр, ладно. Или Диоклит. Был такой человек, который, строил дома для бедных, помогал, открывал богадельни. И однажды, когда эту бочку возили, подходит к нему человек и говорит: помоги, пожалуйста, написать имя, а то я не знаю, не умею писать, а мне надо написать, чтобы его изгнали из города.
И он говорит, хорошо, давай, берет, значит, сажу, этим писали. Скажи имя, какое имя тебе нужно? Он говорит, Диоклит. И он сам этот Диоклит и был, и он поразился и говорит, как же так? Ведь этот человек столько делает для города, столько помогает, столько милостыни раздает и так далее. Неужели он заслужил, чтобы его изгнали из города? Ты же понимаешь, что это очень страшный позор, это как ты ломаешь жизнь человеку. За все хорошее изгнать его из города. Он поразился, что его хотят изгнать, понимаете? И тогда этот человек говорит, да, пускай его изгонят. Потому что жена мне говорит, вот смотри, равняйся на Диоклита, какой мужчина, какой уважаемый человек. Мать говорит, вот Диоклит вот это сделал, то. И весь день я слышу про этого Диоклита. Я хочу, чтобы его изгнали из города, чтобы о нем больше не слышать. Так что если вы думаете, что враги есть у плохих людей, вы очень сильно ошибаетесь. Если у тебя есть враги, значит, ты что-то из себя представляешь. Врагов нет только у тех, кто никто, звать никак и никому не интересен. И поэтому, когда вам пытаются внушить, что у тебя есть враги, значит, ты плохой человек, плюньте этому говорящему в морду. У тебя есть враги, потому что ты лучше других. И это вызывает зависть и ненависть. Ты их мечта, неосуществленная мечта. Они смотрят на тебя и понимают, что все, что есть у тебя, имя твое, уважение, это им хотелось бы, но у них этого не будет. Поэтому им станет легче, если тебя они обнулят, затопчут, уничтожат и будут жить хорошо и спокойно. Вот как тот мужик, который хотел изгнать этого Диоклита за то, что он хороший, и ему неприятно, что о нем говорят и хвалят его. Так вот, что нужно для этого? Открыть возможности. Вам нужно 4, вот показываю. Значит, вам нужно 4 камня, настоящих камня. Галки там, ну, любые камни, но настоящие, не бетонные, не что-то другое. 4 горстка, значит, монет. Есть страны, где нет монет. Значит, возьмите монеты других стран и проведите. Вам нужно провести с монетами. Другого варианта нет и не будет. Далее. Вот свечу таким образом, значит, закрутите, и вот 4, значит, свечи в разные стороны, как перекресток. Вот таким образом, значит, нужно такую фигуру, значит, сделать. Далее. Обязательно золотое колечко. Неважно, большое, маленькое, вообще не имеет значения. И камни не имеют значения, но оно должно быть золотое. Вода, ну и емкость, куда эту воду нужно наливать. Теперь, значит, зажигайте. Неважно, против часовой, по часовой стрелке. Это не имеет никакого значения. Когда догорят свечи, огарки просто выкинете. Читайте 4 раза. Ночью, когда солнце село. Желательно ближе значит, к полуночи. Прочитали 4 раза. Ждете, пока свечи догорят. Свечи вытаскиваете, выкидываете, неважно, что делаете. Берете мешочек. В этот мешочек кладете всю эту мелочь с камнями. Теперь запомните, вы должны оставить эту мелочь в 4 местах. Первое, как вынести из дома на следующий день. Выносите, оставляете горстку мелочи возле дерева, говорите: иди и приведи мне возможности. Иди и приведи мне возможности. Вот так говорите. Это духу вы говорите. Тому, о котором вам знать не следует, но вы ему говорите. Следующая горстка мелочи. Не надо там... Оно может быть неровное, неважно. Запомните, должно быть 4. Следующая горстка мелочи. Проходите, кидаете на дорогу. Вот посреди дороги. Вот вы идете
и посреди дороги кинули. Но запомните, значит, этой дорогой вы не должны возвращаться. Поэтому вы можете чуть-чуть отойти в сторону, кинуть, и потом пойти так, чтобы на обратном пути по этой мелочи не пройтись. Я надеюсь, поняли как. Значит, возле дерева иди и приведи мне возможности. Дальше пошли. Возле дороги какой-нибудь, посреди дороги, вот так вот кинули мелочь и сказали, иди и приведи мне возможности. Дальше пошли. Вы должны идти на берег реки, не моря. Не пишите мне, что можно море, нельзя. Это должна быть река. Или источник, или канал, водоканал. Потому что это должна быть вода, которая двигается. Живая вода, которая течет. Это символ жизни, возможностей. Море, болото, озеро, оно стоит на месте. Если вы хотите, чтобы жизнь ваша стояла на месте, тогда туда кидайте. Но не надоедайте мне вопросами. Дальше пошли. От дороги идете до реки. Кидайте возле берега реки и говорите, следующую горстку мелочи. Иди и приведи возможности. И дальше, значит, остальную горстку вместе с камнями уже кидайте в реку и говорите, иди и приведи мне возможности. Отвернитесь и уходите. Все. У вас будет столько возможностей, что у вас времени не будет затылок почесать лишний раз. Значит, в этом заговоре мы говорим слово «клиенты» и, значит, «товар». Не имеет значения, чем вы занимаетесь. Книги продаете, пишете книги, стрижете, дома строите. Это ваш товар, который вы продаете. Здесь именно ясно, четко, ничего не меняйте. Так и говорите, у вас именно так и будет. Неважно, даже если вы услуги какие-то предоставляете. Это ваш товар. Поэтому оно в любом случае у вас будет получаться. То есть придут возможности, и придут люди, и придут предложения разные с разных сторон света по поводу вашей работы. Нежданные, негаданные и так далее. Итак. Золотое кольцо кидайте сюда. 4 раза читайте. Кольцо вытаскивайте, надевайте на палец. Главное, чтобы он у вас на пальце был некоторое время, хотя бы там полчаса. Потом можете снять, положить куда угодно. Если там... Это кольцо особо не имеет значения здесь, именно в этом ритуале. Можете потом другое кольцо взять, на другое кольцо начитывать. То есть это не обязательно, чтобы именно с этим кольцом повторялось. Идете, значит, протираете лицо этой водой полностью. Вся вода должна быть израсходована. Все. Далее. Вот это пока догорит свеча. Потом, когда догорело, вытаскиваете, выкидываете свечи куда-нибудь. Это не имеет уже значения. Эту мелочь собирайте в мешочек и куда-нибудь прячете до следующего дня. На следующий день, как я сказала, горстку монет под дерево. Иди и приведи мне возможности. Вторую горстку монет посреди дороги. Иди и приведи мне возможности. Дальше пошли на берег реки. Иди, приведи мне возможности. И кинули в реку вместе с камнями. Камни только в реку кидать. Камни и остальная мелочь. Иди, приведи мне возможности. Отвернулись и ушли. Кидайте значит, на ту дорогу, по которой вы обратно не вернетесь. Вы можете такой в обход сделать, знаете. Кинули и вернуться другим путем обратно. По той дороге вы вернуться не должны. По крайней мере, в этот день. Все, начали. Итак, читаем 4 раза. Стою я на перекрестке судьбы и призываю с 4 сторон света ветры буйные, волны вольные, скалы каменные, бури песчаные, снега холодные, солнце ярое, все духовные создания. Зову вас в свидетели и в помощники. Помогите мне в деле моем. Первым разом, добрым часом, 4 угла, пол
стены, потолок. Жду богатую долю к себе на порог. Как голодные хлебу толпою бегут, так клиенты ко мне за товаром идут. Мне кланятся и деньги несут. 4 угла, пол, стены, потолок. Мне дары в закрома, мне денег в мешок. Мне в друзья бояре и князья. Мне честь и почет, деньгам не знать счет. Мне добрая слава, с 4 сторон света двери судьбы для меня открываются, и богатства земные ко мне рекой стекаются. Злого рока больше не иметь, отныне жить и богатеть. Нить жизни распустись, судьба моя в лучшую сторону переменись. Враги в дураках, а я при деньгах. Защищена, спасена, и за труды свои сполна буду награждена. Да будет так. Извиняюсь, да будет крепко мое слово, заклинаю. 2 раз говорите. 2 разом, добрым часом. Нет, неправильно сказала. Извиняюсь, уже сбилась ночь. Стою я на перекрестке судьбы и призываю с 4 сторон света ветры буйные, волны вольные, скалы каменные, бури песчаные, снега холодные, солнце ярое. Все духовные создания зову вас в свидетели, в помощники. Помогите мне в деле моем. 2 разом, добрым часом, 4 угла, пол, стены, потолок. Жду богатую долю к себе на порог. Как голодные к хлебу толпою бегут, так клиенты ко мне за товаром идут. Мне кланятся и деньги несут. 4 угла, пол, стены, потолок. Мне дары в закрома, мне денег мешок. Мне в друзья бояре и князья, мне честь и почет. Деньгам не знать счет. Мне добрая слава. С 4 сторон света двери судьбы для меня открываются, и богатства земные ко мне рекой стекаются. Злого рока больше не иметь, отныне жить и богатеть. Нить жизни распустись, судьба моя в лучшую сторону переменись. Враги в дураках, а я при деньгах. Защищена, спасена, и за труды свои сполна буду награждена. Да будет крепко мое слово, заклинаю. Еще раз. Стою на перекрестке судьбы и призываю с 4 сторон света ветры буйные, волны вольные, скалы каменные, бури песчаные, снега холодные, солнце ярое. Все духовные создания зову вас в свидетели, в помощники. Помогите мне в деле моем. 3 разом, добрым часом, 4 угла, пол, стены, потолок. Жду богатую долю к себе на порог. Как голодные к хлебу толпою бегут, так клиенты ко мне за товаром идут. Мне кланятся и деньги несут. 4 угла, пол, стены, потолок. Мне дары в закрома, мне денег мешок. Мне в друзья бояре и князья, мне честь и почет. Деньгам не знать счет. Мне добрая слава, с 4 сторон света двери судьбы для меня открываются, и богатства земные ко мне рекой стекаются. Злого рока больше не иметь, отныне жить и богатеть. Нить жизни распустись, судьба моя в лучшую сторону переменись. Враги в дураках, а я при деньгах. Защищена, спасена, и за труды свои сполна буду награждена. Да будет крепко мое слово, заклинаю. Стою я на перекрестке судьбы и призываю с 4 сторон света ветры буйные, волны вольные, скалы каменные, бури песчаные, снега холодные, солнце ярое и все духовные создания. Зову вас в свидетели и в помощники. Помогите мне в деле моем. Извиняюсь. 4 разом, добрым часом, 4 угла, пол, стены, потолок. Жду богатую долю к себе на порог. Как голодные хлебу толпою бегут, так клиенты ко мне за товаром идут. Усталость уже. Мне кланятся и деньги несут. 4 угла, пол, стены, потолок. Мне дары в закрома, мне денег мешок. Мне в друзья бояре и князья, мне честь и почет. Деньгам не знать счет. Мне добрая слава, с 4 сторон света двери судьбы для меня открываются, и богатства земные ко мне рекою стекаются. Злого рока больше не иметь, отныне жить и богатеть.
Нить жизни распусти, судьба моя в лучшую сторону переменись. Враги в дураках, а я при деньгах. Защищена, спасена, и за труды свои сполна буду награждена. Да будет крепко мое слово. Заклинаю или заклято. Это не суть важно. Насколько часто можно провести? Ну, можете сначала раз в месяц это делать, а потом уже реже. Призывайте к себе возможности. Но перед тем, как провести этот ритуал, сначала проведите чистки, уберите бедность, делайте от сама с глаза несколько дней. И после этого только проведите этот ритуал, чтобы он сильнее и быстрее получился. А все остальное я вам уже объяснила и сказала. Так, вот это вытаскиваем, надеваем на палец любой. Идем умывать лицо, а все остальное, значит, унесем на перекресток. Ну, нет, не перекресток, извиняюсь, на предназначенные места. И скинуть туда со словами, которые я вам объяснила и сказала. Всем удачи, всех благ и всегда пользуйтесь знаниями для того, чтобы менять свою жизнь.